Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина Лыкина. В этом видео мы с вами продолжим вязание сумочки. Ну а на первую часть видео я оставлю ссылочку в описании под этим роликом. Когда основная деталь готова, необходимо сделать разметку следующим образом. Вы выделяете область дна и с этой стороны у вас боковые части сумочки. Для того, чтобы понять, какую форму вы хотите видеть в итоге, вот таким образом располагаете к себе сумочку и смотрите, какое вы хотите дно, и заметку делаете маркерами. Я уже нанесла эту разметку. У меня вот маркер первый крепится в той точке, где у меня прибавки. Вот они, прибавки были. Вот она прибавка и вот она прибавка. Сразу после них вот здесь вот я повесила маркер. С этой стороны я сделала то же самое. Вот у меня прибавка и вот прибавка. Сразу после них на верхнюю петлю я повесила маркер. Далее я, не считая маркеры, то есть первая петля после маркера, то есть петля, где висит маркер, следующая петля, вот с нее я считаю первая, вторая, третья и так далее, 24 петли, вот здесь у меня 24, и на следующую я повесила маркер. С этой стороны я делаю то же самое, тоже 24 петли, на следующую маркер. И между вот этими маркерами, не включая их, вот в этой области у меня 18 петель. Для того, чтобы связать заготовку прямоугольную в данном случае, нам необходимо знать, сколько вот тут у нас петель. В моем случае 18. Значит, 18 воздушных петель я наберу на мою цепочку. Если вы хотите уже, шире дно, все на ваше усмотрение. Делайте разметку, чтобы у вас с этой стороны и с этой стороны было одинаково. И берете за основу вот этот промежуток, то есть это дно сумочки. Столько вы набираете воздушных петель, не считая вот эти маркеры. Так как, когда мы будем эту заготовку обвязывать, вот эти петли у нас добавятся, и вот эти тоже петли у нас добавятся. То есть в обвязочном ряду у нас добавятся как раз вот эти петельки, поэтому мы, когда будем связывать, начнем с маркера и довяжем до маркера. Все сойдется. Набираем цепочку из воздушных петель. Первый вот этот узелок я не считаю. И набираю со следующей петли. Всего мне необходимо набрать 18 воздушных петель. Это число в моем случае. Если вы решили вязать другое дно, то есть его размер, то считаете петли, как я показывала ранее, и набираете это количество воздушных петель. Делайте так, как вам больше нравится, потому как принцип вязания данной заготовки одинаковый во всех случаях, независимо сколько вы наберете воздушных петель. К набранной цепочке мне необходимо выполнить подъемный столбик. Переворачиваем эту цепочку и теперь будем провязывать так же, как и в первом случае, за вот эти дужки. Отступаем первая, вторая, третья, и под третью я ввожу крючок. Захватываю здесь рабочую нить, вытягиваю ее, опять захват рабочей нити и провязываю столбик. Перемещаю в следующую и провязываю следующий столбик. Необходимо провязать на протяжении всей этой цепочки вот такие столбики без накида. Их должно быть столько, сколько вы набрали воздушных петель на вашу цепочку. Я провязала 18 столбиков, и, как вы помните, вот этот узелок я распускаю. И теперь буду вязать поворотными рядами столбики без накида. Делаю воздушную петлю подъема, разворачиваю по часовой стрелке. Вот она петля основания этого подъемного столбика. Перемещаю в следующую точку, вот сюда, и под эту петлю я ввожу крючок за 2 ниточки. Захватываю рабочую нить, вытягиваю ее, и эту петлю нужно вытянуть на уровень вот этой петельки. Не стягивайте эту петлю, захват рабочей нити, и провязываем столбик без накида. Вот эту петельку тоже
необходимо контролировать. Ее не нужно сильно растягивать, для того, чтобы в дальнейшем вот этот промежуток у вас не растянулся. Ввожу в следующую точку и провязываю очередной столбик без накида. Так мы вяжем до конца этого ряда. В конце мы провязываем следующим образом. Вот у меня следующая петелька, в нее я провязываю 17 столбик в моем ряду. И вот здесь у меня, так как здесь нет продолжения, нет дужки, я должна ввести за 2 ниточки. То есть это задняя стеночка и вот эта петля. То есть если я переверну, я ввела крючок, как будто бы столбик в раскол. Обязательно должно быть здесь 2 ниточки. Захватываю рабочую нить и провязываю последний 18 столбик. Обязательно пересчитайте в данном случае. У вас всегда должно быть, сколько вы набрали воздушных петель на цепочку, столько вы в каждом ряду должны провязать столбиков без накида. Вот этот первый подъемный столбик мы тоже считаем. Все последующие ряды будут выполняться одинаково. Мы делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание по часовой стрелке, перемещаемся в следующую точку за верхнюю петлю и мы провязываем столбики без накида. Так мы вяжем то количество рядов, которое у нас вот здесь. Вот сколько у нас вот здесь петель от маркера до маркера, столько рядов мы должны провязать. В моем случае здесь 24 петли, значит 24 ряда я должна провязать. Я провязала 24 ряда. Вот здесь у меня лицевой ряд. Я переворачиваю и теперь на этой стороне наношу разметку следующим образом. У меня вот в этих точках первая и последняя, то есть первая и 18 петля. Мне необходимо повесить маркер. Я нахожу, вот он столбик и вот он столбик, самый первый. На петлю основания, вот сюда, я должна зафиксировать маркер. Обязательно пересчитайте эти столбики, чтобы у вас все сошлось. И вот он самый последний столбик. И здесь вот она петля основания. В эти точки мы будем провязывать по 2 столбика. То же самое я сделаю с этой стороны, но немножко в другие точки. Нахожу вот эту петлю, то есть самая последняя петелька. За нее повесим маркер. С этой стороны я сделаю то же самое. На самый последний столбик вот этот я также зафиксирую маркер. Вот так. И теперь мы будем выполнять обвязку из соединительных столбиков. Подтягиваем здесь петельку и начинаем провязывать. Делаем воздушную петлю подъема, чтобы у вас вот этот столбик был вот таким, то есть лицевым. И провязываем в каждую вот эту петлю точно так же, как и мы вязали все наши ряды. Здесь мы провязываем такие же столбики до конца этого ряда. Когда довязали, и вот здесь осталась последняя точка, там, где я должна провязать столбик, я его провязываю также за 2 петли. Сейчас пересчитайте, вот здесь у вас сверху должно быть 18 столбиков. Первый, второй и так далее. Всего 18. Далее на этой стороне я уже буду провязывать. Вот так у меня должно получиться 25 столбиков. Так как у меня было 24 ряда, на этот маркер я провяжу, чтобы у меня закругление вот такое пошло, я провяжу 2 столбика. Таким образом у меня добавится 1 петля. То есть провязываю 2 и так далее до следующего маркера. Снимаем здесь маркер. И вот за эту петлю, вот она, 1 петелька, я провязываю 2 столбика. Провязываю первый и провязываю второй. Теперь перед этими столбиками я должна повесить маркер вот таким образом. Далее вяжу, вот здесь у меня 2 петельки, я захватываю, провязываю столбик. Далее у меня вот такая 1 петля.
Далее опять 2 петельки, 2 ниточки. И опять, вот вижу, вот она, 1. Так мы довязываем до маркера. Довязали до маркера. Здесь у меня последний столбик. В него я также в центр провязываю столбик за 2 ниточки. И теперь необходимо пересчитать. На этой стороне должно быть 25 столбиков. Начинаем от маркера. Здесь прибавка и считаем все эти столбики. Должно быть 25. Теперь там, где висит маркер, я его снимаю. В эту точку провязываю 2 столбика. Провязываю первый и провязываю второй. Теперь очень важно затянуть вот эту петлю, так как видите, здесь отверстие получилось. Я немножко вытягиваю этот хвостик и затягиваю это отверстие. Подтягиваю эти ниточки. Теперь вот этот хвостик я должна уложить вот сюда вязанием. Перед этим мы сделаем следующее. Мы здесь провязали 2 столбика. Вот перед ними я должна зафиксировать маркер. Вот так. Здесь у нас 2 столбика. В следующую точку, вот за эту верхнюю петлю, я также провязываю, вытягиваю рабочую ниточку. И теперь для того, чтобы более надежно зафиксировать вот эту нить, я сделаю захват нити и провяжу этот столбик. Далее вот эту ниточку я уложу в вязание и буду продолжать вязание рабочей нитью до следующего маркера. А здесь в конце, там где висит маркер у меня, я его снимаю. И также нахожу вот 1 ниточка, и внутри здесь должна подхватить еще одну. То есть всего здесь у меня 2 ниточки. Я провязываю первый столбик и провязываю в эту же точку второй. Далее я перехожу на эту сторону. Здесь вот она, петля одиночная, за нее я провязываю столбик. И теперь необходимо сразу после вот этой прибавки вот сюда зафиксировать маркер. И теперь будьте внимательны. Здесь у вас должно быть 20 столбиков. Так как мы здесь сделали 2 в одну точку и здесь сделали 2 в одну точку, у нас добавилось с этой стороны 1 столбик и с этой стороны. На этой стороне у нас было 18. 1 и еще 1, получается 20. То есть здесь должно быть 20 столбиков. Это очень важно. Далее мы довязываем до следующего маркера. Я довязала до маркера. Здесь в крайнюю точку также нужно повторить 2 столбика в одну точку. На данном этапе пересчитайте. У вас здесь должно от вот этого маркера 1, 2, 3 и так далее 23 столбика. И сейчас я в эту точку должна провязать 2, получится 24 и 25. Все значит верно. Маркер я убираю. И здесь еще один момент. Видите, вот такая петелька, то есть перегородка идет под вот этим столбиком. Нам нужно захватить ее. Здесь 1 ниточка. И ввести в основание, так как мы должны были бы провязать, захватив здесь 2 нити. Захват рабочей нити и провязываю первый столбик, и в эту же точку я провязываю второй. Здесь мне нужно закрыть ряд, вытягиваю ниточку, нахожу, вот он первый столбик, здесь второй. Сверху вот такая петелька, с обратной стороны ввожу крючок, вот так это выглядит, и сюда захватываю эту ниточку. Вытягиваю ее и продеваю через мою заготовку. Теперь я затягиваю, тяну за рабочую нить, и у меня эта петля затягивается. Вот таким образом. Все здесь подтянули. И теперь необходимо, вот у меня 2 столбика, и как раз там, где я закрывала ряд, вот сюда повесить маркер. Это тоже обязательно. Теперь необходимо себя перепроверить. Вот здесь сверху у вас должно быть 18, снизу должно быть 20, и вот по бокам должно быть 25 столбиков. Это очень важно при связывании в дальнейшем
вашей заготовки. Теперь нам необходимо выполнить обвязку по всему периметру. Я нахожу ту точку, где вот здесь завершила вязание, и вот она, эта петля. В предыдущую перемещаю крючок. Вот таким образом захватываю сюда рабочую ниточку, вытягиваю ее и провязываю соединительные столбики за вот эти верхние петельки. Захват рабочей нити, провязываю через все петли, перемещаюсь под следующую точку. Вот там, где я закрывала ряд. Здесь также за 2 ниточки и провязываем соединительный столбик. Перемещаюсь там, где у меня маркер, тоже за верхнюю петлю, захват рабочей нити и протягиваю через все петли. И так я провязываю по всему периметру моей заготовки соединительными столбиками. Закрываем здесь ряд следующим образом. Из той точки, где мы еще не провязывали никаких петель, мы захватываем рабочую ниточку, протягиваем. Вот так это выглядит. Здесь у нас точка, где мы провязывали первую петлю. И значит, здесь нам нужно обрезать ниточку, обработать ее огнем, чтобы кончик запаять. Полностью вытягиваем эту ниточку и теперь закрываем ряд следующим образом. Нахожу первую петлю, вот она, самая первая петелька в данной обвязке. Под нее я ввожу крючок за 2 ниточки, захватываю сюда этот хвостик, который обрезала и вытянула, полностью протягиваю и теперь возвращаю его в ту точку, где эта ниточка вышла. Переворачиваю вот так за 2 ниточки, то есть за верхнюю вот эту петельку, и в центр петли, откуда вышла эта нить, и возвращаем ее сюда. Ряд закрыт, обвязка выполнена, и теперь мы прячем эту ниточку в полотно. Эта деталь полностью готова. Теперь мы вяжем вторую деталь, точно такую же. Берем наши заготовочки готовые и делаем ВТО. Как это сделать? У меня на канале есть подробнейшее видео. Ссылочка будет оставлена для вас в описании под этим видео. Делаем ВТО на средней температуре. Оставляем отдохнуть данные заготовки минут на 30. Когда ваши заготовки остыли, необходимо с двух сторон нанести разметку, о которой я говорила ранее, а также повесить маркер на нижнюю часть, чтобы не запутаться и не поменять местами при связывании этих деталей. Далее еще дополнительные маркеры нужно перенести наверх, то есть на обвязочный вот этот ряд из соединительных столбиков мы переносим маркеры. Здесь у меня первая и на 20-ю маркер. Далее после маркера со следующей петли я считаю 24, на 25-ю маркер. С той стороны делаем то же самое. На второй заготовке повторяем все, что я сказала ранее, для того, чтобы у нас все вот эти маркеры между собой сошлись при обвязывании. Нахожу точку, где завершила вязание, вот здесь, и смещаюсь вот в эту сторону, за верхнюю петлю. Сейчас мы будем провязывать соединительные столбики, захватывая элементы нашей сумки. Протягиваю петлю. Вот так. И теперь там, где у меня висит маркер, я ввожу крючок. Теперь мне необходимо подхватить деталь и петлю с этой детали. Там, где у меня на этой детали висит тоже маркер. Ввожу крючок под эту петлю, на которой висит маркер. Это та петля, которая провязывалась из соединительных столбиков. Теперь мы укладываем вот таким образом сюда рабочую ниточку, подтянули здесь все, захватываю рабочую нить, протягиваю через все эти петли, в том числе и через рабочую протянуть необходимо.
Вот так это выглядит. И теперь мы продолжаем захватывать петли. Перемещаемся в следующую петлю. С одной заготовки захватили петлю, состоящую из 2 ниточек. И с другой заготовки захватили такую же петельку, состоящую из 2 ниточек. Будьте внимательны, потому что нам нужно не вот эти захватить, а именно соединительные столбики обвязки. Захват рабочей нити протягиваем через все петли, в том числе и через рабочую. Так мы продолжаем вязать на протяжении всей этой заготовочки, довязывая до вот этого края. Также будьте внимательны, чтобы все вот эти маркеры у вас между собой совпадались. В самом конце, там где у меня маркер, и с другой стороны у вас тоже должен был быть маркер, мы провязываем последний соединительный столбик. Перемещаемся в следующую петлю и уже не захватывая вот этой второй детали, в натяжении нить должна быть, я провязываю соединительный столбик. Далее я хочу предложить вам 2 варианта вязания. Либо вы сейчас провязываете до следующей точки и присоединяете вторую деталь, проходите по кругу и уже там в конце завершаете этот ряд. Либо я хочу предложить вам крутой способ привязывания вот такой ручки, если вы ее используете уже во время вязания вот здесь. То есть, когда вы будете вязать обвязку, я покажу, как связать так, чтобы ручка была зафиксирована, чтобы в дальнейшем ее не пришивать. Сейчас я делаю разметку иголочками в тех точках, где я планирую пришивать, ввязывать эту ручку. Убираем, смотрим, чтобы было все одинаково. Здесь я вот на второй столбик после прибавки, и здесь также размещу на второй столбик после прибавки. Теперь я довязываю соединительные столбики до той точки, где у меня располагается игла. Вот я подошла к этой точке, вытягиваю эту петлю, убираю иголочку, примеряю ручку и нахожу ту точку внизу, где у меня будет зафиксирована эта ручка. Это будет примерно вот здесь, вот в этой точке. Получается, это у меня 3-й ряд. И с внутренней стороны я должна ввести крючок таким образом, чтобы он вышел в той же области, что и располагается соединительный столбик. Он у меня здесь провязывался, опускаюсь вниз, значит, вот здесь у меня должен выйти крючок. Я убираю эту иголочку и уже вкладываю сюда ручку, опускаю вниз. И вот эта длина должна составлять, то есть 2 длины, вот эти, и плюс немножечко на петельку мне необходимо оставить. Захватываю сюда ниточку эту, и когда вы ее протянули, необходимо все вот эти нити ровненько расправить. Вот таким образом. Здесь я ввожу крючок в ту же петлю, из которой я сейчас провязывала соединительный столбик последний. Это вот петелька и верхняя петля. И сюда я захватываю вот эту петельку, которую протянула, вот эту ниточку. Я ее сюда захватываю, вытягиваю. Вот так. Все поправили. И теперь я ввожу крючок под следующую петлю, захватываю нить рабочую и провязываю соединительный столбик. Вытянули вот эту петлю опять на 2 длины вот эти, и плюс еще мне нужно визуально, для примерить, чтобы протянуть еще сюда петельку. Опускаем вниз, нахожу следующую точку с внутренней стороны, вот здесь, то есть отступаю 1 столбик также, захватываю сюда эту петлю, протягиваю, ровно здесь все укладываю. Вот мне сейчас не хватило длины, поэтому я тяну за одну ниточку, и вот все, мне хватает как раз на петельку.
ввожу крючок в ту же петлю, из которой у меня вот эта ниточка вышла, захватываю сюда эту петлю вытянутую, вытягиваю ее, ввожу крючок под следующую петлю и провязываю соединительный столбик. Далее я делаю все то же самое, что и проделала в этих двух петлях. И мне необходимо проделывать до того момента, где у меня находится вот эта иголочка. И вот так все ровненько это выглядит. Также будьте внимательны, там, где у вас первая протяжка, вот здесь у меня это прибавка была. Здесь самая последняя должна располагаться в такой же точке. Вот у меня прибавка, между ними как раз проходит последняя протяжка. Далее мы продолжаем вязание до той точки, где необходимо начать связывать уже со второй деталью, боковой частью. Довязываем до этой точки. Здесь не очень удобно, но я уверена, вы справитесь. Довязала я вот до маркера. Здесь ввожу в петлю там, где у меня маркер. С этой стороны подсоединяюсь тоже там, где у меня висит маркер. И продолжаю делать соединительные столбики точно так же, как я и провязывала вот с этой стороны. Дойдя до вот этой стороны, мы делаем с ручкой все то же самое. Я зафиксировала вторую ручку, и здесь я должна завершить этот ряд. У меня здесь, как вы помните, еще хвостик оставался. И вот нахожу, вот она петля, самая первая, и вот здесь, там, где еще не провязывалось никаких петель, отсюда я уже захватываю вот эту вспомогательную ниточку, которая у меня оставалась при вязании. Вытягиваю ее полностью, нахожу первую петлю, которую я провязывала в этой обвязке и соединении. Вот она, самая первая петля. Под нее я ввожу крючок за 2 ниточки. Теперь я захватываю сюда этот хвостик, полностью его протягиваю и возвращаю в эту же точку с обратной стороны, вот здесь под петлю и в центр петли, из которой вышла эта нить. Вот она здесь проходит, и сюда я ее возвращаю. Далее мы устанавливаем всю фурнитуру. Я пришила магнитную кнопочку вот такую и установила кольца карабины. Кстати, вот здесь промежуток 6 столбиков я сделала. И вот такая сумочка у меня получилась. Я надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезен. Оцените это видео и подписывайтесь на мой канал. У меня для вас еще куча идей и интересных обучающих видеоуроков. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!